Всем привет! Этот выпуск будет немного необычен, так как вещать будем сразу с двух континентов. Дело в том, что Телег вместе с частью команды сейчас находится в Калифорнии, и оттуда будет информация интересная. Ну, а мы, конечно же, остались в Бишкеке, потому что в агропарке сейчас идет активная работа. Уже практически все 33 грядки накрыты пленкой, а значит, настало время поговорить об удобрениях, о том, какие, как, когда и сколько лучше использовать. И самые интересные и важные, на мой взгляд, советы от нашего агронома Арсена я и собрала в этом выпуске. Есть же вот 16-литровые опрыскиватели, да? Вот и часто фермеры, они, получается, этим же опрыскивателем работают гербицидом, ну, то есть по краю поля там обрабатывают сорняки, там по междурядью, да? И споласкивают, там моют, и через 2-3 дня там и работают обратно с удобрением уже по клубнике. А с этой посуды уже не смоешь глифосат. То есть он там уже останется, и как бы визуально она влиять на клубнику не будет, но все равно в конечном счете она на урожай будет влиять. Блин, вот нюансов. Поэтому, да, вот опрыскиватель, он должен для урагана, там, для глифосата быть Отдельным. отдельным, да. И никогда ее не смешивать там с другими. Там. Вот состав тоже. 12% азота, 8 фосфора и 2 калия, да? И тут добавлено еще органическое вещество, общий азот, там фосфор, калий и тому подобное. Вот это все, это прям необходимо, да? Без этого будет совсем плохо или вообще никак? Если не добавлять вот это все. Да. Почему? Потому что азот, фосфор, калий это основное питание для растений. И плюс есть еще там микроэлементы. Это микроэлементы, ну, это как дополнительно. Ну, я когда обучал фермеров простым языком, я им объясняю, азот, фосфор, калий это как хлеб, чай и еда. То есть без чая же мы же не можем просто там сухой плов есть. И без хлеба, да, не можем суп есть. Насытиться. И то же самое, с одним хлебом тоже не насытишься. Поэтому нужно это все в комплекте. Просто нужен баланс, да, то есть это исходя от анализов почвы. А микроэлементы там это специи, которые улучшают вкус еды просто. А сами вы сколько уже занимаетесь 7 агрономией? лет. А почему не основной профессией? Как вы сюда пришли? Вообще? Я пришел, ну, можно сказать то, что я не офисный человек. То есть я поработал в офисе, да, там, как говорится, от звонка до звонка, да, то есть с 8 до 6, да. И замечали такие люди, когда их увольняют, они очень сильно стрессуют, да, потому что кроме этого они ничего не умеют. А здесь я и помидоры выращивал на гектаре, да, когда мне сказали, там, на помидоре можно 1 миллион вытащить. Я чуть ли из-за помидора ногу не потерял, то есть не ампутировали мне ногу. Я черешню выращиваю, малину. То есть здесь можно как бы... Гибким учиться быть. Да, у нас агромагазин был, да, то есть мы начали с ягоды, да, потом потихоньку там я уже перешел на консультацию, да, на обучение перешел, потом на агромагазин и разные культуры, да. И вот именно эта работа, я думаю, она учит людей большему, чем в офисе работать. Здесь потому что через жару, через не хочу ты работаешь, да. И сильнее, наверное, становишься. Да, и крепким, сильным, устойчивым, да, неблагоприятности своей жизни.
Это наш биогумус с птицефабрики, удобрения. Сейчас специально ребята будут его рассыпать на тех грядках, которые мы планируем в ближайшее время накрыть пленкой. Ну, в общем, тут у нас два вида. Один, получается, из остатков пищевой промышленности, а второй из помета, птичьего помета. Два вида тоже, опять же, чтобы попробовать, да? Да, да. Сравнить. Интересно, да, посмотреть вообще. Ну, как бы наша задача здесь какая? Мы делали анализ почвы и увидели, что как бы гумус маловато, поэтому, чтобы ее восполнить, мы сейчас добавляем этот гумус. Угу. Ну, как говорится, Маслом кашу не испортишь. маслом кашу не испортишь, да. Мы можем там безгранично давать, например, да, безгранично давать на одно поле там минералку, там, хоть что, да, но если в почве нет как азотофиксаторов, фосфомобилизаторов, да, там, которые переобрабатывают эти элементы в доступные для растений, да, в доступном варианте для растения, то это бесполезно. То есть он у нас будет оставаться только в почве, а растение не будет поглощать. И потом такое складывается ощущение, да, то есть мы, в принципе, даем удобрения, да, и тратим немало денег, а эффекта нет. А вот, например, кальций может не усваиваться. Это почему? То есть чего, значит, не хватает в почве? Или в растении? Это у нас в основном это пересушивание почвы. Из-за того, что она пересохла, а поэтому Да. усвоение, да? Поэтому плохое усвоение. А азотофиксаторы есть, которые фиксируют азот, и фосфор тоже, он самый медленный элемент, он почти неподвижный, да? А азот, он наоборот, он слишком подвижный. Вот фиксатор, он фиксирует. Во всем мире выращивают все минеральными удобрениями и фунгицидами. Просто у них очень грамотно выстроена там график обработки, система обработки и какими препаратами. Да? У нас как получается делать? У нас фермер пока ничем не болеет, да, вот именно в таком периоде, ничем не обрабатывает. А потом... Да, и они же начинают болеть, когда начнут плодоносить, Ага. то есть зависть, да? И когда они начинают болеть, они привозят такие сильные препараты, у которых срок ожидания очень большой, и начинают обработать, потому что только они могут обладать лечебными свойствами, да? А мы, наоборот, мы в это время используем такие мощные фунгициды, инсектициды, да, чтобы не было никаких болезней, чтобы вот этого сорняка не было, чтобы он не переносил болезни, да? А во время уже цветения мы уже это все уже убираем с обработки, да, то есть схему обработки убираем, и все, мы переходим как бы на биозащиту, да, только после цветения. Ну и в конце выпуска перенесемся, наконец, из Бишкека в Калифорнию. Там на днях прошло интересное мероприятие, которое называется Field Day, то есть День поля. Его уже 9-й год подряд организовывает университет Калполи. А что это за мероприятие? Это такая площадка, где ученые, во-первых, делятся результатами интересных исследований, делают доклады актуальные. И там же проходит демонстрация новинок, новейших изобретений в агротехнике. И вот самое интересное, что было представлено в этом Дне поля, мы сейчас вам покажем. Как говорится, все для того, чтобы фермеру было легче. И, конечно же, урожай, который он выращивает, был как можно более эффективным. Ну и, конечно же, добыт, так скажем, экологичным путем.
Достор, биз азыр Калпали университеттин тала күнүнө келдик. Бул Калифорния политехникалык университет болуп саналат. Булар агрономдорду даярдоо боюнча дүйнө жүзү боюнча эң алдыңкы университеттин бири болуп саналат. Именно бул Калифорния Strawberry Center деп коет. Буякта ошол клубниканын борбору десек болот. Первое, о чем хочется рассказать, это солнечная система помощи при сборе урожая. Это одна из новинок, которая была представлена на Field Day 2025, то есть на дне поля в Калифорнии. Что это значит? Платформа в данном случае выступает как очень умное оборудование, которое помогает не просто собирать клубнику, а собирать ее прямо в поле, используя при этом энергию солнца вместо топлива или электросети. В итоге такая техника может двигаться вдоль грядок, не просто держать на себе ящики, но и двигать их с помощью специально установленной конвейерной ленты. Это позволяет сборщикам быстрее и удобнее укладывать ягоды. Бул болсо атайын азыр роботто да жазып атышыптыр. Бул роботтун бир колу ачып берет экен өсүмдүктү, экинчиси болсо терет экен да. Такой механизированный сборщик клубники работает в принципе как человек, но с гораздо большим КПД. Одна его рука в кавычках отодвигает листья, а вторая бережно срывает урожай. Работает робот прямо на обычных грядках, без перестройки полей. Он может трудиться ночью и заменяет 15 рабочих. А это перед вами умный вакуумный пылесос против клопов лигусов. Автономная система точечного удаления вредителей, которая работает без оператора. Она автоматически выравнивает свою высоту, точно корректирует движение, двигаясь ровно по грядкам, распознает вредителей и втягивает только их, оставляя растения и полезных насекомых в полной безопасности. Бир жылда бир жолу ушундай өтөт. Мына 24-июлда биз бияка атайын келдик. Ошол тажрыйбаларын дагы алып, көрүп, өзүбүздө эмнени колдонсок болот дегенди ошондой жыйынтыктарды чыгарып алып туруп, буюрса Кыргызстанга дагы жаңы технологияларды алып келебиз достор.